Ребят, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас по вашим заявкам я сегодня снимаю тематическое видео. Темой нашего ролика будет «Любил ли вас человек?». Как оказалось, эта тема очень для многих актуальна. Я это вижу по вашим запросам в Инстаграм, поэтому давайте смотрите, давайте анализировать. В принципе, для кого будет актуальный этот расклад? Как для тех, кто, допустим, длительный период живет в отношениях, в паре, да, но не понимает, а были ли вообще чувства, или вы сошлись по каким-то другим интересам. Или если вы уже давно расстались с человеком, но не понимаете, а были ли какие-то эмоции со стороны вашего партнера или партнерши. Или действительно человек выдавал желаемое за действительное. Сегодня у нас с вами будет 4 варианта. Не будем, скажем так, растягивать канитель выбора, не буду делать 8 вариантов. Почему-то для вас это кажется сложным, когда такая вариативность. Окей, остановимся на 4. Вы подумайте о партнере или партнерше, сконцентрируйтесь на его прообразе, можете там, не знаю, посмотреть на фото или в целом сосредоточиться и прочувствовать. И мы с вами проанализируем, были ли действительно к вам чувства. Итак. Для тех, кто выбрал первый вариант, второй, третий и 4. Если вам нужно дополнительное время, вы можете нажать на паузу, остановить видео, сконцентрироваться и выбрать аркан визуально. Или же прикрыть глаза, сделать глубокий вдох и представить цифру 1 из 4 и выбрать тот вариант. Но мы с вами приступаем. Итак, для тех, кто выбрал у нас первый вариант. Ну, по 8 мечей могу сказать однозначно. Человек выдавал желаемое за действительное. Здесь не было чувств, здесь не было глубины. Могла быть страсть, подноготная, какая-то иная причина. Мы сейчас будем смотреть, проверять, прояснять, что же по факту, да, сподвигло человека на этот союз. Но речь о чувствах здесь однозначно не шла. Это не значит, что проблема в вас или вы какие-то не такие. Как правило, по этой карте человек может быть эмоционально закрытым, дистанцированным. У человека могла быть своя глубокая травма. И он закрывается от эмоций, закрывается от возможности любить, чувствовать, дарить эти эмоции, окутывать кого-то своей любовью и заботой. Но так ли это, мы сейчас будем проверять. Так, что же этого человека сподвигло идти с вами в союз? Ну, это точно здесь ситуация, вот если то, что вы сейчас услышите, не соответствует вашему вопросу, вашей действительности, значит, вы некорректно выбрали вариант. Потому что здесь этот человек 100% не был свободен. Женат, замужем, или, может, это был религиозный брак по принципу никяха. Но здесь человеку очень сильно хотелось новизны ощущений, нового всплеска эмоций, страсти, чтобы поддерживали, хвалили, холили, любили. И человек напитывался таким образом в этом союзе. Потому что дурак, 7 мечей, жрец, но здесь четко по этим арканам этот человек гулял налево. И разрушать свой брак или свои текущие отношения у него не было стремления, не было намерения. Потому что по этим арканам человек хотел легкости, он хотел непринужденности. И здесь было желание просто эмоционально встряхнуться, отдохнуть, напитаться эмоциями на стороне. Не были бы вы, был бы кто-то другой. То есть здесь человек не искал чувств, здесь просто искал каких-то ярких эмоций, ярких впечатлений, новизны. Вот это, знаете, когда там бабочки в животе, там привкус страсти, но здесь не про любовь. Даже сейчас перепроверим и спросим, планировал ли человек в отношении вас что-то стабильное, надежное. Смотрите,
Рыцарь чаш, четверка жезлов и шестерка чаш говорят о ситуации, что человек однозначно бы остался в семье и в союзе, в котором он находился. Рыцарь чаш – это быть, ну, как проходящим любовником или любовницей, потому что здесь мне не дают эмоциональной подпитки дома, я не получаю среди своего окружения, я буду брать ее на стороне. Не вижу здесь стремления человека выстраивать с вами что-то гармоничное, стабильное, потому что вот тройка жезлов. Я ищу варианты, я ищу лучшее, я ищу для себя лучшие перспективы, новые возможности. Это просто даже позиция сопоставить, сравнить и убедиться, что, знаете, когда человек в поисках идеала такой, а нет, у меня дома лучше, все классно. То есть он таким образом как успокаивается, напитывается, набирается эмоций на стороне. И знаете, как через время опять я попробую, опять, а вдруг что-то лучшее появилось. Но это больше, знаете, с целью поднятия его собственной самооценки. То есть здесь это таким образом человек сопоставил, сравнивал, но у него не было стремления уходить из семьи. Даже вот видите, девятка мечей, человек гнал от себя эти мысли. Ему было страшно. Он к этому не стремился, он к этому не тяготел, поэтому... Здесь, к сожалению, вас действительно обманывали, если вам говорили какие-то значимые слова, глубокие философские фразы или клялись в любви. Я сейчас даже так переспрошу. Вот смотрите, была ли любовь в ваших взаимоотношениях? По тузу мечей это, знаете, как щелчок, это импульс, это интеллектуальная страсть, это интеллектуальная тяга, это позиция, знаете, завоевать вас. Это цеплял момент игры, может быть, какой-то вашей неприступности, потому что туз мечей это попытки как разгадать другого человека, прочесть эту закрытую книгу. Но здесь не о чувствах. Даже дно колоды, обратите внимание, двойка жезлов. Искать альтернативу, искать вариант, сопоставить, сравнить. Обладаю ли я лучшим? Поэтому, мои хорошие, у тех, у кого здесь, кто выбрал первый вариант, не расстраивайтесь, пожалуйста. Это опыт, и он тоже вам для чего-то в жизни был нужен. Для чего конкретно, это уже тематика других раскладов, но здесь, к сожалению, чувств не было. Что ж, перейдем ко второму варианту. Любил ли вас человек? По жрице. Очень часто это карта, которая показывает, что даже если у человека были чувства, он всячески стремился от них отгородиться, закрыться, потому что по жрице это быть темной такой лошадкой, это скрывать свои эмоции, это хоронить свои переживания, никому не показывать, не проявляться, хранить как зеницу ока, прятать. И прятать у каждого из разных соображений. То есть, может быть, вы не свободны, человек не свободен, или это там влияет работа. Мы сейчас с тобой будем все смотреть, прояснять, раскрывать. Но здесь сам по себе аркан, он говорит о ситуации закрытости. И если смотреть на жрицу и на умеренность, здесь, скорее всего, о ситуации баланса, о том, что вы человеку давали чувство комфорта, защищенности. Но здесь не про любовь, здесь про эмоциональное родство. Потому что эти карты вы четко показывают ситуацию. Жрица, умеренность и тройка чаш. Союз, то есть любовный треугольник. Человек находил рядом с вами спокойствие, взаимопонимание, комфорт. Здесь могла быть любовь как брату, к сестре, как к человеку, которого ты знаешь миллион лет, и с которым очень легко, очень радостно. И самое главное, вы давали человеку в жизни состояние баланса. И поэтому человек к вам тянулся, поэтому человек хотел выстраивать с вами союз или взаимоотношения. Но это не про глубину чувств. Здесь может быть симпатия, здесь может быть легкая влюбленность, но не любовь в прямом понимании этого слова. Потому что если смотреть по картам, я не вижу, чтобы человек здесь стремился каким-то образом выстраивать что-то длительное. Влюбленный — это находиться в состоянии выбора. Почему выбора? Потому что, смотрите, двойка жезлов, и здесь падает император. То есть как быть, как поступить. В первую очередь эта информация будет актуальна для девушек, для женщин. Здесь ваш мужчина не свободен, потому что, видите, делать альтернативу, делать выбор. Даже, допустим, если вы были супругой, то здесь человек вами пренебрег, потому что здесь, знаете, как вспыхнула страсть или чувство, эмоции, человек ушел в новый союз. Здесь я не вижу, чтобы...
знаете, как к вам есть благодарность, к вам есть понимание, есть поддержка, но это не про чувства. То есть, если даже вы вместе, как говорится, с молодых ногтей, там, с юных лет, с юной поры, то все равно здесь это изначально отношения строились по какой-то сексуальной тяге. Но здесь не о глубоких чувствах, потому что сами арканы здесь показывают, что вот туз чаш, у человека вот новая эмоция вспыхнула, он ушел. А в отношении вас вот девятка мечей — это просто боязнь вас потерять как близкого человека. Сейчас же давайте пересмотрим еще раз. Любил ли вас человек в том контексте и понимании слова «любовь», как мы все вкладываем? То есть глубина чувств, эмоций, поддержка, самопожертвование. Готов ли он был ради вас на это? Отшельник, двойка чаш и королева чаш. По этим арканам, если вы кубковая, то это был совсем краткий период времени. Человек бежал в союз с вами от одиночества. Если вы не кубковая, то по отшельнику человеку с вами было одиноко, и вот он ушел в новую эмоциональную связь. Вот если брать новый союз, то по этим картам у человека в новом союзе есть чувства, есть эмоции, есть любовь. Но по отношению к вам я не вижу такого эмоционального всплеска. Здесь все что угодно. Быт, уют, комфорт. Но это не про чувства. Это про удобство. Это про ситуацию, когда человек не готов лишать себя этой гармонии. Но гармония — это всего лишь составляющая любви, но не сама любовь. Поэтому вы здесь... Я не вижу чувств, извините. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, десятка пентаклей, ну, это для семейных людей. И неважно, вы сейчас в семье или у вас была семья, но здесь для человека вы в любом случае были как ценность или есть ценностью. Потому что десятка пентаклей — это как вкладываться, это все для вас, это все в дом, все в семью. И человек уже вас чувствует, вас воспринимает как родственника, как то, что предписано по судьбе. Здесь однозначно были чувства или есть чувства. Во-первых, тут человеком, знаете, как двигала такая сокрушимая сила страсти, одержимости вами, потому что по дьяволу, ну, вы для человека вся вселенная. Тем более, видите, рыцарь пентаклей. Человек здесь стремился к длительному союзу, к эмоциональной стабильности, к эмоциональному родству. В особенности, если человек здесь кубковой стихии, то есть рак, скорпион или рыбы. Но даже если он не принадлежит к таковому знаку зодиака, то здесь однозначно были чувства очень глубокие, очень яркие, очень сильные. Или если вы, ну вот, да, сейчас хоть в паре, но уже чувствуете какой-то холод, дистанцию, но человек вас здесь действительно любил. Он действительно в отношении шел к вам по эмоциям, по действительно, ну, это так, тут, если смотреть по картам, это какие-то крышесносные эмоции, крышесносные чувства, потому что здесь карты показывают, что вы для человека были всем. Дьявол, рыцарь пентаклей, король чаш — это, знаете, как «хочу любить тебя вечно», или «хочу быть одержимым тобой всегда», или «хочу быть рядом с тобой всегда». Вот об этом здесь говорят эти арканы. Если смотреть, какие у человека были планы на вас, то смотрите, справедливость, отшельник и дурак — это официально брать ответственность, обязательства в отношении вас и прожить с вами до старости, потому что справедливость, отшельник и дурак — это как до глубокого возраста и до детей и внуков. То есть тут действительно чувства, тут действительно эмоции. И если даже там между вами на текущем этапе пробежала черная кошка, но эмоции у человека были. Тройка пентаклей, маг и туз пентаклей, человек ради вас готов был пожертвовать всем, что он имеет. Как я говорю, и материальным, и словом, и делом, и поддержкой. И более того, если смотреть по этим арканам, то свое отношение человек все-таки старался показывать поступками. Может, это подарки, материальная помощь или какая-то забота. То есть это были не пустые слова, потому что это карты действий.
Человек мог ради вас жертвовать своей работой, хобби, увлечением, какими-то там ценностями, то, что для него было важно и значимо, но это так. Вы здесь предписаны человеку по судьбе, и здесь это союз, который создан на небесах, потому что мир, колесница и рыцарь чаш. Особенно, и если для вас партнер или партнерша являются иностранкой или иностранцем, потому что по этим картам это как партнер, который мог быть издалека. Если таковой ситуации нет, то все равно эти карты показывают, что... Вот, знаете, как ты моя вселенная, вот это то действительно, что партнер к вам чувствовал. Поэтому если вас волновал этот момент и эта ситуация, были ли у партнера к вам чувства, к вам эмоции, то здесь однозначно да. Даже если сейчас ваш партнер, возможно, в другой семье, у него другая стабильность, но по картам к вам имели место быть чувства в прошлом. Для тех, кто у нас выбрал 4-й вариант. Ну, по 4-му варианту десятка чаш. Я не знаю, есть ли смысл здесь что-то добавлять, просматривать. Потому что карта является прямым ответом на этот вопрос. Здесь действительно присутствует глубина чувств, эмоций, единения, понимания. Вы для человека его часть. Частица его души, его сердца. Потому что человек без вас здесь не может. Он привязан к вам корнями. Более того, по этой карте это стремление и к продолжению рода, и созданию семьи, к единению. Потому что только вы наполняете вашего партнера или партнершу. И вот эту чувственную сторону человек не может нигде больше взять или где-то напитаться. Он источником своей жизни, своего воодушевления, своего счастья, он видит это в вас. Ну, посмотрим, все равно проясним. Не оставлю же я вас с одной картой. Будем смотреть. Будем прояснять эту ситуацию. Девятка мечей, дурак и колесо фортуны. Боже, здесь у человека даже переживания, страхи, что там будет брошенным, или что вы можете начать новый цикл жизни без него, потому что человек ощущал кожей, чувствовал, что вы ему предписаны по судьбе. Эти карты показывают и говорят о ситуации. Ну, человек, знаете, нельзя может так говорить, но мог даже дойти до какого-то безумства, потому что здесь переживания, которые толкали на неординарные поступки в отношении вас, чтобы вас завоевать, вас удержать или быть с вами в союзе. И более того, для человека тут идет внутреннее ощущение, что вы для него как талисман, как магнит, потому что этот ряд карт говорит о том, что у человека рядом с вами ходят какие-то блоки, страхи, неуверенность, и рядом с вами начинаются перемены к лучшему, как белая полоса в жизни, как вы его в какой-то степени даже путеводитель по жизни, не могу назвать ангелом-хранитель, но дурак, колесо фортуны, человек, который в корне поменял его жизнь в лучшую сторону, то есть вы для него как фортуна, счастливый билет, и человек действительно вам за это признателен, благодарен и очень боится вас здесь потерять. У человека здесь просто панические настроения, что ваши отношения могут быть разорваны. Десятка мечей, влюбленный и туз чаш, ну, это любить до гроба, до окончания. Это, знаете, как умереть в один день. Потому что десятка мечей, влюбленный и туз чаш, я буду тебя любить до окончания наших дней, до самого конца, до последнего вздоха. Потому что по этим картам, я говорю, тут какая-то вот дикая любовь. Вы по тузу пентаклей для человека шанс, возможность, благодать. Называйте как хотите, но вы для него действительно абсолютно все. И здесь по аркану жрец. Это и стремление с вами строить официальный брак, и стремление, может быть, для вас также быть поддержкой, опорой, духовным наставником, поддержкой в жизни. Но вы для человека здесь смысл жизни. Поэтому 4-й вариант, я вас тоже поздравляю, у вас союз основан на чувствах, ну, по крайней мере, был так это точно. И если вы задавались вопросом, любил ли вас человек, здесь можете не сомневаться. У человека действительно по отношению к вам были очень глубокие чувства. Вот такой вышел расклад. Не знаю, ответил ли он на ваши вопросы. Дал ли он вам дополнительную информацию, или это просто как пища для ума и размышлений. Но если он действительно вас в чем-то успокоил или подтвердил ваши догадки,
значит, моя работа выполнена не зря. Я вас благодарю за просмотр. Буду ждать ваши комментарии под видео. Действительно ли сказанное картами, озвученное мною, соотносится с вашей реальностью, с вашей действительностью. Поэтому жду от вас энергообмена. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Я же с вами не прощаюсь. Обязательно услышимся в новых видео.